Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о ласточках. Еще с детства всем знакома эта птица, олицетворяющая собой надежду, верность и возрождение. Отношение к ласточке у людей по-особому трепетное и теплое. Недаром добродушного и отзывчивого человека называют ласточкой или касатиком. Касатки китообразные, причем тут ласточки? Вопрос. А где вопрос, должен быть ответ. Чем мы, дорогие друзья, и займемся. Поехали! Ласточки, маленькие птички, относятся к семейству ласточек в отряде воробьиных. Семейство ласточковые объединяют внешне хорошо узнаваемых небольших птиц. Это отличные летуны, что отражено во внешнем облике. Ласточки имеют длинные узкие крылья, обтекаемое тело и раздвоенный хвост. Этими особенностями они внешне несколько напоминают стрижей, которые совершенно не приходятся им родственниками. Их отличие от остальных воробьиных птиц – это длинные крылья и хвосты. У ласточки широкая грудь, короткая шея и плоская голова. Клюв короткий, плоский, расширяющийся к основанию. Почти треугольный, с чуть-чуть подогнутым концом. А вот с ножками ласточки не очень повезло. Лапки коротенькие, слабенькие и с крохотными коготками. И на это ласточке все равно, так как она почти все время в полете. Перышки короткие, плотно прилегающие друг к другу, с характерным металлическим блеском. Особи женского и мужского пола мало отличаются по окраске оперения. А еще у ласточек очень хорошее зрение. Она прекрасно видит на удаленном расстоянии крохотное насекомое в полете, преследует его, ориентируясь только взглядом. Ласточки обитают практически во всех краях планеты Земля, исключение Антарктида. Многие думают, что ласточки – это перелетные птицы, но это не так. Для жарких стран это оседлые птицы. Для северных областей ласточки перелетные. Когда наступают морозы, птица совершает перелеты в края потеплее, а весной снова возвращается обратно. Всего на планете существует около 90 видов ласточек. Из них с десяток проживает на нашей территории. Деревенская ласточка или касатка, городская ласточка или воронок, береговушка, рыжепоясничная или даурская ласточка, бледная береговушка, восточный воронок, скалистая или горная ласточка, древесная американская ласточка и белолобая горная ласточка. Так вот, три последние являются, так сказать, залетными. А почему нет? Ласточкам паспорта не нужны, а насекомые в наших краях может и повкуснее. Городская ласточка, или по-другому воронок, имеет хвостик немного короче, чем у своей родственницы деревенской. Отличительной особенностью этого рода считается сине-черная спинка и белая грудка. Деревенские ласточки имеют длинную развилку на хвосте. На лбу и на горлышке пестрит красноватое оперение. Выглядят они довольно-таки крупнее городских. Деревенскую пташку любят ласково величать касаткой. И это оказывается неспроста. Название деревенская ласточка получила благодаря тонким и длинным рулевым перьям, которые называются косицами. По этому же принципу были названы еще одни пернатые – утки-касатки. Так что ласточки не одиноки, и между ними нет абсолютно никакой связи с хищными морскими млекопитающими касатками. Касатка от воронка еще отличается острыми кончиками крыльев и достаточно широким клювом. Остроконечные крылышки позволяют касаткам демонстрировать виртуозный полет. А у береговушки сверху перья имеют землисто-бурый цвет. Снизу белый с буро-пепельной полоской на груди. Береговушка распространена в большинстве областей. Селится она в основном на крутых берегах. Она с большими усилиями вырывает в плотной земле глубокие норки для гнезд. И чаще всего поверху склона, чтобы вода не затопила их. Большое количество ласточек находят себе приют в домах людей. Некоторые селятся на скалах и обрывах. Также ласточки для обустройства гнезда выбирают деревья. Разные виды ласточек обустраивают гнезда по-своему. Так у касатки гнездышко напоминает четвертинку чаши. Полукруглую стенку птица прикрепляет к поверхности стены или крыши. Гнездо ласточка строит таких размеров, чтобы поместился выводок и она сама. Рыжепоясничные ласточки вьют большие гнезда. Вход в домик расположен сбоку и похож на тоннель, слегка расширенный к выходу или трубу. Воронки для житья выбирают отверстия между карнизом и кирпичной кладкой. В защищенных от ветров месте вьют шаровидные гнездышки. Жилище
закрыта со всех сторон. Круглое небольшое входное отверстие располагается сбоку, в самом низу. Обычно перелетные ласточки стараются вернуться в свои прошлогодние гнезда. А если это молодые птицы, то они непременно приступают к постройке семейного гнездышка. Для строительства жилья ласточки используют комочки земли, преимущественно глины, смоченные собственной слюной. Слюна выступает в качестве клея, поэтому землянка получается прочной и долговечной. Иногда в конструкцию вплетают травинки. К постройке гнезда птицы приступают в середине мая. Стройка заканчивается через 10 дней. К этому времени самка готовит сделать кладку. Ласточка устилает волосками дно гнезда, перышками, мхом и другим мягким теплым материалом. Это нужно для обогрева голых птенцов. Гнезда лепят преимущественно самки. Самец в строительстве помогает, носит комочки грязи и складывает в кучку, чтобы самка строила домик, не отрываясь. Строительный материал собирают на расстоянии до 250 метров. Ласточки используют гнезда несколько лет подряд. Если нужно, чинят его, заново обустраивают, переделывают. Когда птицы улетают на зимовье, за их домом присматривают воробьи, лесные сони, вертишейки и даже осы. В кладке обычно насчитывается от 3 до 5 яиц. Примечательно, что детеныши высиживает не только мать, но и отец. А это, дорогие друзья, редкость и отдельное уважение ласточкиному самцу. Птенчики вылупляются уже через 3 недели. Малыши беззащитны и совсем не приспособлены к окружающей среде, потому опека родителей так для них важна. Единственным занятием появившихся птенцов является широко открывать клюв и требовать еду. С рассвета и до заката родители охотятся на различных насекомых. Благодаря заботливым взрослым птенцы растут с небывалой скоростью. Хорошо вскормленные маленькие ласточки совершают свое первое парение меньше, чем через месяц. Несмотря на то, что птенчики подросли, ласточки-родители продолжают их подкармливать. В их рацион входят всевозможные насекомые. Хорошо кормить свое потомство взрослым особям помогает одна особенность. Дело в том, что ласточки ловят насекомых прямо на лету. Это сильно сокращает время поиска корма. Благодаря такому свойству птицы уничтожают большое количество вредных насекомых. Люди за это ценят ласточек, ведь где ласточки, там и хороший урожай. Эти юркие птички не только на лету добывают себе корм, но и едят, а иной раз могут и поспать. Но это не точно. Красиво наблюдать, как ласточки стремглав проносятся над водоемом, на лету захватывая водичку клювом. Практически большую часть жизни ласточки проводят паря в воздушном пространстве. Они редко опускаются на землю, поскольку почти не приспособлены передвигаться по поверхности. Несмотря на свои крошечные размеры, ласточки очень выносливы и обладают огромной выдержкой. Они способны перелетать на огромные расстояния. Продолжительные перелеты требуют небывалую силу и терпение, ведь миграция всегда таит всевозможные опасности и трудности. И что касается продолжительности жизни, то ласточки могут прожить до 8 лет. Кто любит наблюдать за полетами ласточек, наверняка замечал различия между ними. А многие, особо наблюдательные, пошли еще дальше и приметили много интересных вещей. Например, если ласточки прилетели ранней весной, значит осенью будет хороший урожай зерна. А если припозднились с прилетом, щедрого урожая можно и не ждать. Перед дождем эти птицы начинают летать низко над поверхностью земли, а перед ясным и теплым днем слышно их веселое и звонкое щебетание. Стая ласточек во все времена считалась очень благоприятным знаком. Если вы заметите у себя над головой пронесшуюся стаю, значит будет вам счастье. Если ласточки будут сновать у вашего дома, ждите удачу. А если стая пролетит над влюбленными, значит пару ждет большая взаимная любовь. Так что, дорогие друзья, желаю вам почаще видеть ласточек, чтобы в ваших домах было счастье, удача и любовь. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.